Бау! Привет, друзья! Привет, YouTube! Меня зовут Артем Сивак, и сегодня в этом видео мы наконец-таки поговорим на ту тему, о которой вы меня спрашивали. Их называют по-разному: синтезаторы, самоиграйки, ромплеры, шарманки. И в этом видео я хочу с вами поговорить о синтезаторах, как о классе в целом. Какие функции он выполняет, для чего он нужен, в чем их смысл. Чем синтезатор отличается от цифрового пианино, я уже снял вот здесь по ссылке видео. Очень классное видео, посмотрите обязательно. Я не буду углубляться в этом видосе в дебри аналогового звука, звукоизвлечения, звукопоявления, каких-то инженерных непонятных терминов. Мы сегодня поговорим о базовых синтезаторах в районе 20 тысяч рублей для начинающих. Все это рассказывать я буду на примере синтезатора от компании Roland. Внезапно Roland выпустил что-то дешевле, чем 50 тысяч рублей, и этим надо воспользоваться. Сегодня в гостях у нас Roland EX20. Самый что ни на есть синтезатор. Не так давно появился в продаже в России. На самом деле он уже в некоторых странах давно доступен, но не у нас. Но вот пришел тот чудный миг. Я покажу вам его основные функции, основные фишки, зачем он нужен. Сейчас что-нибудь сыграем и разберемся. Погнали! Fight! Ну вот он, друзья, типичный синтезатор. Что красной линией проходит прямо по всем инструментам этой категории. Это в первую очередь встроенная акустика. Почти всегда есть свои колонки. То есть вам не нужно не подключать внешнюю акустику, не играть исключительно в наушниках. Вы можете прям подсоединиться в сеть, включить и начать играть. Естественно, что и от цены зависит качество как клавиатуры, звука, встроенной акустики, так и качество записанных внутрь тембров. По моим наблюдениям, примерно до 17-18 тысяч рублей обычного синтезатора клавиатура не реагирует на нажатие. И как бы вы сильно не нажимали на клавишу, звук будет всегда громкий. Это у синтезаторов до 17 тысяч рублей. После 17 тысяч рублей, когда поднимаемся вверх, клавиатура уже начинает реагировать на нажатие. То есть мы можем играть тише, громче. Фортепиано, фортепиано. И это уже замечательная новость. На нем уже можно что-то играть, на нем можно получать удовольствие от игры с ним. И такие инструменты я уже вам бы советовал рассматривать. То есть от 17 тысяч рублей, опять-таки обзор у меня уже есть на канале. Здесь, сюда, все сюда. Вообще тема синтезаторов — это огромная, обширная тема. Синтезатор — это то, что, логично подумать, синтезирует звук. То есть сам себе звук получается не путем удара молоточка по струне, либо струнные, либо духовые, либо какие-то другие варианты. Там уже есть записанная библиотека звуков, и вы ее просто воспроизводите. Это, в принципе, если вот так вот совсем грубо, и есть синтезатор. Синтезаторы также бывают аналоговые, это жирный, мощный звук. За таким звуком гоняются все саунд-продюсеры и любители такого плотного, жирного баса, скажем так. Ну, не только баса, а в принципе звука. Но обычно эти инструменты стоят дороже. И вообще, в принципе, сам по себе термин синтезатор не означает, что это что-то дешевое, что-то такое ширпотребное, да? Ширпотребные. Потому что синтезаторы, в принципе, начиная от 5000 рублей до бесконечности. У них становится все лучше звук, у них становится все лучше клавиатура, у них добавляются новые функции. То есть в инструментах уже за 170 тысяч рублей вы можете более как-то филигранно работать со звуком, отстраивать его под себя. И там записан уже звук, который не стыдно играть на большой сцене, либо использовать для записи. Синтезаторы вот в районе 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, они похожи сами по себе. Есть колонки, здесь у нас экранчик, здесь у нас кнопки управления, регулировки. И обычно у синтезаторов клавиатура пластиковая в количестве 61, 76 и так далее вариаций
клавиш. Опять же, есть более дорогие синтезаторы, которые обладают 88 клавишами с молоточковым механизмом. Они, естественно, уже тяжелые. Ну и, как я говорил уже вот в этом видосе, основное отличие цифрового пианино от синтезатора — это клавиатура. Здесь клавиатура пластиковая. И, конечно же, если вы хотите обучаться целенаправленно по классу фортепиано, такая клавиатура, ну, не особо рекомендуется. Но если вы просто занимаетесь музыкой, если фортепиано ваш какой-то второй предмет, либо вы вокалист, либо кто-то еще, более чем отличная клавиатура и отличный функционал. Синтезаторы сами по себе, в таком понимании, это больше упор на обилие функций, тембров, стилей и возможности как-то развлекаться, не подключая дополнительные средства. Встроенной акустики чаще всего хватает для того, чтобы играть дома, играть в более больших помещениях. В принципе, в данном случае это 2 по 3 ватта диаметром по 10 сантиметров. Довольно громко, довольно звучно и сочно. Также эти инструменты объединяет комплектация. Чаще всего идет подставка, пюпитр в комплекте, сам инструмент и блок питания, чтобы подсоединить инструмент в сеть. Педаль, самую важную для удлинения звука, это вот это. Без педали, с педалью. Так вот, эту педаль чаще всего нужно докупать. В комплекте она не идет. Давайте еще раз повторюсь, на всякий случай, что сейчас мы говорим о тех синтезаторах, которые чаще всего рассматривают новички. Чаще всего у всех есть экран. Он разной степени зеленоватости или желтизны, но вполне себе информативный, и видно, какой тембр у вас сейчас звучит. Также на нем можно запускать обучающие какие-то уроки. Давайте начнем с того, что у синтезаторов обычно очень много дополнительных тембров. Дополнительные тембры — это, я имею в виду, дудки, саксофоны, гитары, пианино и так далее. Обычно это все написано прямо вот здесь, сверху, название Voices. В данном случае у Roland EX20 656 тембров, дополнительных голосов. Все эти голоса обычно указаны прямо вот на лицевой панели, написано. И либо путем кручения колеса, которое опять-таки у всех практически есть, либо путем нажатия клавиш. Вы выбираете орган, который я хотел. 0,77. Конечно, может быть, неподготовленного человека такое обилие кнопок, надписей спугнет, но на самом деле все это просто, и все это сделано для того, чтобы можно было удобно перемещаться во всех настройках. Вы хотите поиграть на пианино 0,01, и вы можете уже с ним играть как хотите. Кстати говоря, у этого инструмента, у Roland EX20, полифония 128 нот. Нетипичный показатель для синтезаторов, потому что обычно полифония гораздо ниже. За все это отвечает кнопка Voice. Она есть на каждом инструменте, на каждом синтезаторе. Давайте послушаем синты 295. Come my lady, come my lady, you my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you my butterfly. Ну и как вы сейчас убедились, что это создано для того, чтобы вам просто было комфортно с самим собой. Вот как мне сейчас. И здесь тоже может пригодиться pitch bend. Pitch bend — это вот такое колесико, которое либо подтягивает звук до нужной ноты, либо опускает. Вот такой вариант. Также здесь есть, конечно же, барабаны, есть дудки, саксофоны. Давайте послушаем, кстати. Просто интересно. Не могу устоять. И практически везде есть такая функция, как дуал. Дуал — это соединение двух разных тембров в один. То есть, слышите, у нас есть пианино, у нас есть струнные. И мы их просто соединили в один звук.
Давайте для примера выберем какой-нибудь гитар. Хочу другой гитар. Допустим. Ну и тоже соединим его, давайте не со струнными, давайте с какими-нибудь синтами. Пэды 346. Что получилось? Гитара плюс пэд. Такие дела. То есть вы можете соединить любой звук с любым звуком и играть одним любым звуком. Также можно разделять клавиатуру на две части. Это тоже делается очень просто. Обычно есть кнопка Split, либо вот здесь Lower. Обычно в левой руке оставляет что-то типа баса. Даже не знаю, глаза разбегаются. Давайте на синтах каких-нибудь. Синты. 394. Поняли, да, смысл? Конечно же, можно подключать к любому синтезатору, вообще к любому синтезатору наушники. И это победа. Победа родителей над ребенком и соседей над соседями. И, конечно же, каждый инструмент, по-моему, на моей памяти, прям любой от 5000 рублей, можно подключать к компьютеру как MIDI-клавиатуру. Для чего это нужно? Для того, чтобы в компьютере вы устанавливаете какую-то программу для звукозаписи, ставите там любые какие-то дополнительные звуки, и, используя вот эту клавиатуру, в компьютере уже играете. Играете через компьютер. Обязательно есть встроенный метроном. Я думаю, что этот звук знаком любому, кто занимается на любом музыкальном инструменте. Под него занимаются в музыкальных школах, и вообще под метроном, открою вам секрет, стоит поиграть иногда. По крайней мере для того, чтобы тренировать чувство ритма и вообще хорошо, красиво играть. Но я, конечно же, его не использую. Так вот, есть вариант заниматься под метроном. Но синтезаторы на то и синтезаторы, что в них есть ритмы и аккомпанемент. Мы переходим к следующему плюсу синтезаторов. Обилию аккомпанементов и дополнительных стилей. Здесь на приборной панели этих космодромов написано Stylus. И в данном случае их 253. 253 различных стиля музыки, под которые мы можем играть. Нажав кнопку Style, мы начинаем, опять же, либо вертя колесико, либо просто набрав на клавиатуре нужное число, выбирать для себя аккомпанемент. Я всегда хотел поиграть в жанре рок. 0.64. Причем у аккомпанемента существует несколько вариаций. Вы можете играть как просто под барабаны. Такой вариант. Либо вариант играть уже под полноценный аккомпанемент, когда вам будут подыгрывать. В левой руке вы задаете тональность. Упс. И обычно всегда есть кнопка Ending либо Intro. Вы можете, нажав ее, закончить композицию и свое выступление. Встав вот в такую позу, и свадьба лучшего друга удалась. Есть несколько возможностей у автоаккомпанемента. Обычно все клавиши, которые за это ответственны, кучкуются где-то на лицевой панели. Допустим, есть синхронный старт. Он вступит тогда, когда вы нажмете клавиши. Фу. За это отвечает целая кнопка. Также у каждого аккомпанемента есть две вариации. Нажимаете вариация вторая.
Ну и вот еще в данном случае у Roland EX20 есть кнопочка Fade. Нажимаем кнопочку Fade. И он постепенно гасится. И также обычно здесь же в надписях кроется такая надпись Songs. Нажимая кнопку Songs, вы можете выбрать какие-то демо-записи. Вот он сам выбрал за меня. Это Toccata. То есть это те демки, которые записаны внутрь. Обычно здесь какая-то классика, там коллизия и так далее. Но что еще обычно есть в синтезаторах? Это возможность обучения. То есть все песни, которые записаны внутрь, их можно вывести на экран и разучить. Есть режим обучения, где он показывает ноты, которые нужно играть, прямо вот здесь на экранчике. И вот мне показал ноту, и пока я не нажму эту ноту, ничего дальше не произойдет. То есть таким образом вы учите как нотную грамоту, так и в принципе вообще обучаетесь игре на фортепиано. Но в данном случае нота фа, насколько я знаю, басовый ключ. Нет. А. Фа. Ну, то есть таким образом, нажимая, он продолжает этюд. Есть еще урок, допустим. А, здесь нужно успевать играть в этом режиме. Ми. Опять же, он показывает ноты на экране, и вам просто нужно успевать нажать лидирующую партию, сыграть лидирующую партию. И забавно, и весело. Ну и хотелось бы отдельно отметить то, что такие инструменты обычно портативные. 5 килограмм весит этот малыш. Взять его с собой на природу или куда-то еще не вопрос. Тем более, что здесь есть возможность играть от батареек. Ну и давайте прямо сейчас попробую на ваших глазах что-нибудь сделать. Типичный день свадебного музыканта. Итак, выбираем для начала звук. Пианино. Электропиано. И пусть будут какие-нибудь еще клавиши. Пэд номер 4. 4А. Отлично, мне нравится. Теперь я хочу под что-то играть, и я выбираю стиль. Давай 0,60. 0,60 пусть будет. Поп-баллада. Вот. Я хочу, чтобы он начал со мной, поэтому я нажимаю кнопку «Синхронный старт». И нажимаю кнопку «Корд», либо «Аккомпанемент», чтобы он мне подыгрывал. И с Богом, друзья, с Богом. И вот я понял, что все, люди уже довольны выше крыши моей игрой. Я нажимаю «Эндинг». И он заканчивает. А я получаю свою минуту славы и наслаждения. Вот маленькая демо-запись, что можно делать с синтезатором. Играть на нем. Друзья, вот так обстоят дела с синтезаторами в общей своей массе. Я надеюсь, что у вас сформировалось представление о синтезаторах. Вы уже понимаете, что, где, куда и зачем, и вас не будет отпугивать такое количество клавиш. Как видите, с синтами можно очень весело провести время, чем я, в принципе, сейчас и занимался. Сегодня у нас в гостях был Roland EX20. Отличный синтезатор, звук вы послушали, пишите в комментариях ваше мнение. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас, друзья. Не забывайте поставить лайк, если видео понравилось. Я надеюсь, что оно понравилось. Не забывайте написать в комментариях, что вы думаете по поводу звучания этих инструментов и вообще, хотите ли вы себе синтезатор. Ну и пишите вот сюда в комментарии свои идеи, возможно, что-то в скором будущем я отсниму еще интересное для вас. Спасибо всем, с вами был Артем Сивак, до новых встреч!